И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 7 марта, и уже традиционно второй материал посвящен сводке с фронтов. Не будем тянуть кота за хвост, поехали сразу с южного направления. На южном Николаевском направлении здесь российские войска производят уже перегруппировку после того, как были проблемы в районе Вознесенска. Я так понимаю, до завтра здесь ожидать чего-то более-менее значимого не приходится. Разве что какие-то будут, возможно, проблемы в районе Николаева, но в целом это будет не глобально. На Запорожско-Донецком направлении российская группировка в районе Гуляйполя не стала далеко уходить, она блокирует город, но пока не штурмует. Очень похоже, что все-таки в городе засел очень серьезный гарнизон, но пока, подчеркиваю, штурма города нет. Но и российская группировка опасается идти далеко вперед, она просто более плотно обложила город и расширяет территорию контроля вокруг него. Очень интересные события происходят на восточном фасе Донбасского фронта, то есть район Рубежный, Северодонецк, Лисичанск. Здесь Луганское народное ополчение начало штурм агломерации. Для начала оно разрезало группировку в районе Рубежного и Северодонецка на две части и прижало их к реке. Ополчение ЛНР уже стоит на окраинах этих городов, и если мы посмотрим внимательно на карту, то мы понимаем, как дальше может выглядеть ситуация. Понятно, что через Северский Донецк они вряд ли смогут, с учетом огромных сил, которые сегодня накоплены в этом районе, вооруженными силами Украины, не смогут быстро форсировать эту водную преграду, и скорее всего основной удар по ней будет нанесен через Славянск, вернее через Изюм на Славянск. В районе Изюма, судя по той информации, которая приходит ко мне, происходит уже зачистка города, то есть пока еще дальнейшего движения нет, но в целом сопротивление украинской группировки в Изюме уже сломлено, идет зачистка города. Ну и как только российские войска организуют понтонные переправы через Северский Донецк, скорее всего колонна уже в течение 1-2 дней окажется в глубоком тылу Краматорско-Славянской группировки, и вот тогда у нее начнутся реальные проблемы. Понятно, что до этого момента она сможет спокойно удержать линию Северского Донца, возможно потеряет Рубежный Северодонецк, возможно нет, это уже будет не принципиально, потому что главная угроза для нее будет происходить с северо-востока, откуда подойдут российские войска. И не случайно именно Краматорск уже на протяжении второго дня усиленно обрабатывается российской авиацией. И в первую очередь Краматорский аэропорт, который с 2014 года является главным штабом так называемого Донбасского фронта. В Харькове опять ночью очень много было обстрелов с одной и с другой стороны. И я так понимаю, в ближайшие дни ничего принципиально нового для жителей города я, например, обещать не могу. Ни в ту, ни в другую сторону. Российские войска с 10 часов по московскому времени объявили для города гуманитарное перемирие и открыли несколько по коридору, один на запад, один на север, но киевская сторона отвергла это гуманитарное перемирие, причем по остальным всем направлениям тоже, по Сумам, по Киеву. И таким образом оно лишний раз показало, что для них население, как минимум Восточной Украины, это просто живой щит, который, как бы это цинично ни звучало, является тоже частью оборонной инфраструктуры вооруженных сил Украины, без которого их оборона будет заметно слабее. Ну еще одна горячая точка фронта находится западнее Киева, где российские войска идут на Фастов. Вчера в этом районе были бои. Российские войска углубились примерно на 5-7 километров южнее трассы Житомир-Киев, и сегодня они усиленно штурмуют Бышев. Местные жители говорят, что атака идет с двух сторон, с Макарова, с Ясногородки. Рано утром по позициям вооруженных сил Украины был нанесен авиационный удар, и многие жители Бышева после этого удара бросились в Фастов и рассказывают местным жителям форменные ужасы, что у них там происходит. Там происходит ровно то же самое, что пару дней назад происходило в Буче и Ирпене. Идет штурм этого населенного пункта, который является очень важным узловым центром дорог, без занятия которого, соответственно, движение далее на Фастов либо на Васильков, оно просто невозможно. Итоги боев за Бышев, я так понимаю, узнаю, скорее всего, либо поздно вечером, либо уже завтра, и, соответственно, вам о них сообщу. Вот это примерно то, что сегодня происходит и вчера происходило на фронтах Украины. Продолжаю внимательно следить за ситуацией, и как только будет что-то новое, обязательно вам сообщу. На этом пока все. До свидания и до следующего выпуска.